Отряд мутантов продолжает поиски Хэммона. Сделав вылазку на север, Дакс и Бормин нашли Сельму и спасли Магнуса, сталкеров из отряда Хэммона. Но Железячник оказался в плену у упырей из секты Нова. Они забрали его в свою штаб-квартиру на юге. Сектанты обладают телепатическими силами, их лидер Плутония планирует с помощью Хэммона активировать разрушительное оружие древних, так что перед отрядом встает задача не просто спасти Железячника, но и предотвратить уничтожение Зоны и Ковчега. Новый член отряда, телепат Магнус, ведет напарников на юг. И первым примечательным местом на их пути становится Железный Змей. Это неплохо сохранившийся пассажирский поезд, давно остановившийся на небольшой станции и стоящий на ней до сих пор. Go for it. Yeah, big fun of me. Go ahead, then. Get close. What kind of people would spend their days in a thing like this? В разрушенном здании станции расположились упыри. Из подслушанного разговора сталкерам удается узнать, что псы Зоны терроризируют бедняк и периодически съедают особенно везучих. Вообще, потомкам людей можно посочувствовать. Их поедает фауна Зоны, уничтожают сломавшиеся роботы, с ними воюют мутанты, плюс упыри страдают от голода, болезней и радиации. Между делом Магнус открывает ящик с крутейшим брутальным доспехом воителя с топором. Как пишет хронист Дентий, после изучения загадочных дисков, найденных в руинах древних, хронисты сделали вывод, что подобные доспехи носили длинноволосые воители с топорами. Их электрическое оружие было настолько тяжелым, что его приходилось носить на широком ремне. К сожалению, топоры не сохранились, но дух былых волосатых воинов живет. В этот доспех переодели Бормина, а его старую броню гладиатора получил Магнус. После чего сталкеры отправились на сражение с упырями. Применив из засады мутацию Кукловод, Магнус взял под контроль Охотника и отправил того к лагерю. Охотник дал неточную очередь в шамана. Бормин и Дакс остались в укрытии наблюдать за развитием событий. Шаман призвал 3 помощников. Мясник приблизился для ближнего боя. А танк каким-то чудом сделал точный выстрел с гигантского для его оружия расстояния. Магнус продолжил гнать Охотника на убой, тот выпустил по пути точную очередь в мясника. Бормин из укрытия второй раз промазал по нему, Дакс же из арбалета смог в него попасть. Ну а Магнус из автомата добил хилого упыря. Шаман и танк безжалостно атаковали собрата, пока подмога спешила на помощь. Контроль над Охотником закончился, так что Магнус закинул коктейль Молотова в пару упырей. Дакс попал из трубострела в лежащего без сознания на горящей земле Охотника. Бормин вышел из укрытия, шмальнул в танка из дробовика, предложив таким образом дуэль раз на раз. Шаман решил присоединиться к дуэли, танк принял вызов, а подмога, не торопясь, движется к месту боя. Бормин вырубает шамана, Дакс, сменив позицию, ведет точный огонь по танку, в чем его поддерживает Магнус. Танк прячется за машину и переходит к наблюдению, а мясник из подмоги добирается до поля боя и начинает представлять угрозу. Бормин расстреливает шамана из дробовика, Дакс воспаряет над землей, применив мутацию, и с высоты делает критическое попадание по шаману. Магнус меняет позицию и, несмотря на укрытие, попадает очередью в танка. Тот буквально на последнем издыхании разгоняется и, проломив стену, отправляет в нокаут Дакса. Мясник подбирается вплотную к нашему телепату. Бормин добивает шамана, это позволяет Магнусу взять под контроль мясника и отправить его на добивание танка. К этому моменту пара мародеров добралась таки до поля боя, и один даже выстрелил из пистолета в Дакса. Мясник тут же отправляется рубить своих соратников. Бормин перезаряжает бумпалку, использует беги и стреляй и одним точным выстрелом ликвидирует подраненного мародера. Магнус ранит второго, в ответ оставшийся мародер укрывается за стеной и стреляет в мясника. Время действия контроля закончилось, Дакс пришел в себя и начал расстрел мясника. Его поддержал Магнус. Бормин активировал кабаний гон, развалив 2 стены, вырубил оставшегося мародера, после чего добил его из дробовика.
Избавившись от упырей, сталкеры находят автомат Рамбино, точную копию оружия Магнуса. Это мощное, скорострельное, но очень шумное оружие. Напарники немного меняют вооружение и активные мутации, в частности Бормин снова становится трупоедом, а Дакс меняет верный арбалет на прощу. Понимая, что где один пес зоны, там и целая стая, Магнус ведет отряд к лестнице, ведущей на крышу поезда. Дакс дожидается, когда пес подойдет на расстояние выстрела и на пару с Магнусом открывает сезон охоты. На выручку животному устремляется матриарх стаи с помощником. Магнус добивает первого врага, Бормин занимает позицию, чтобы встречать нападение хищников. Дакс подсвечивает часть крыши, чтобы было проще вести точный огонь на расстоянии. Мать призывает еще пару псов на подмогу. Сталкеры хладнокровно ждут появления врагов в поле зрения. И как только один из хищников выбегает из-за укрывавшей его стены вагона, как получает очередь от Магнуса. Бормин великолепно бросает гранату, взрыв которой цепляет сразу 3 псов. Дакс добивает одного из них, Магнус тяжело ранит другого. И 3 пса во главе с матриархом стаи подбираются вплотную к Бормину. Магнус, прикрывая напарника, добивает одного из пистолета, Бормин выстрелом из калашмата скидывает вожака с крыши. Дакс делает критическое попадание в последнего рядового пса. Хищники наконец добираются до Бормина, но не могут прокусить новый доспех. Так что Дакс добивает обычного пса, Магнус точно стреляет в оставшегося вожака, Бормин восстанавливает здоровье, перекусив свежим трупом, затем достает дробовик и критическим выстрелом поджигает мать псов зоны, и она через секунду умирает от множества ран. What do these freaks want? What is this weapon they were talking about back there? I've heard the same boogeyman stories you have. The Novasec searched the zone for the tools of the ancients. Relics of unspeakable power. This shit gives me heartburn. Do these relics happen to kill large amounts of people? После боя Магнус и Бормин возвращаются к разговору об оружии древних, которое ищут упыри. Бормина очень пугает наличие реликвий, способных уничтожать людей толпами. Дорога на юг ведет их в железнодорожный туннель. Однако неподалеку есть тропинка, уходящая на восток. По пути Магнус замечает палатку и скелет древнего, сидящий у входа. Здесь же находится коробка со шлемом мудрости внутри. По описанию хрониста Меддокса, это головной убор, который носят только самые уравновешенные и мудрые. Такие свободные мыслители пользовались большим уважением в своих племенах. Целый набор электрических компонентов защищает носителя от атак электричеством и контроля над разумом. Ну а по факту это продвинутая шапочка из фольги. Тропинка ведет в жуткий проход, украшенный развешанными телами людей. The art depends on stalkers to explore the zone and scavenge for precious resources. You can't forget that. Проход привел сталкеров на древнюю свалку, богатую залежами металлолома. Why are we dumping junk? He wants junk. Junk? They didn't tell you. This one's a steel chariot. That one's another steel chariot. Well, broken steel chariot. Both of them broken really, but when they were working, ooh-wee, watch out. Broken steel chariot. Yeah, okay. This is the scrap holy grail right here. Разумеется, это место оказывается занято упырями, которые знают об автомобилях и называют их стальные колесницы. Бормин и Дакс остаются в засаде, а Магнус отправляется на разведку. Выясняет, что здание на свалке просто кишит упырями. Он насчитал как минимум по паре охотников и мясников, одного танка, одного медбота и местного вожака по кличке Мертвый Палец. Атаку сталкеры начинают, взяв под контроль мясника и отправив того рубиться с танком. В это время Бормин под мутацией приближается вплотную к танку, поджигает того выстрелом из дробовика. Дакс, сменив позицию, также успешно попадает в громилу из прощи. Танк вырубает мясника и стреляет в лежащего из калашмата. Вождь и охотник добивают беднягу. Дакс перебирается за бочки и вновь стреляет в танка, теперь уже из трубострела. Магнус, использовав мутацию Проныра, незаметно перебирается за другое укрытие, дает точную очередь вслед за Даксом. Ну и Бормин поддерживает напарников и почти добивает врага из дробовика. Огонь приканчивает танка, вождь и охотник переключают стрельбу на хряка. Медбот бежит реанимировать громилу. Но Бормин сбивает боту программу точным выстрелом из калашмата. Дакс разносит гранатой угол здания, раня 2 охотников. Магнус подстреливает одного из них, упыри отвечают слаженным огнем по Бормину, и из 3 пуль только одна летит мимо.
Плюс мясник подбирается на расстояние атаки. Хряк поедает реанимируемого танка и разряжает калашмат в бота. Дакс меняет позицию, добивает одного из охотников, а Магнус решает поддержать кабана в уничтожении бота. Оставшийся охотник неудачно пытается попасть в Дакса, в то время как вождь и мясник терроризируют Бормина. Он допускает ошибку, забыв использовать мутацию после перезарядки оружия, но хотя бы скрывается от огня вождя за бочками. Магнус, спасая положение, покидает укрытие, разряжает автомат в бота, но урона совсем немного не хватает. Это вынуждает Дакса произвести такой же маневр и, стоя на открытом пространстве, добить медбота. Мертвые палец и охотник вырубают Бормина, а мясник атакует Магнуса. Телепат подчиняет неразумного упыря и отправляет его рубить охотника. Дакс же укрывается за автомобильным кузовом. Вождь и охотник продолжают обстрел Магнуса и Дакса. Телепат поднимает Бормина, отстреливаясь от вождя из пистолета. Контролируемый мясник продолжает беспощадно рубить охотника. Бормин закусывает трупом, активирует «Беги и стреляй», подходит вплотную к вождю и разряжает любимый дробовик. Дакс же вынужден со всех ног разрывать дистанцию со своим визави. Вождь серьезно ранит Магнуса, тот теряет контроль над мясником, а охотник меняет позицию с расчетом вести стрельбу по хряку. Дакс издалека ранит и поджигает мясника. Бормин делает разрушительнейший выстрел по вождю, а Магнус, заняв выгодную позицию, добивает его из пистолета, после чего Бормин разделывается с охотником. А Дакс делает ноги от мясника. Бормин пожирает свою последнюю жертву, активирует «Беги и стреляй», приближается к мяснику, разряжает в него дробовик. One and done. При тщательном осмотре свалки сталкеры находят вторую винтовку проща и артефакт «Плавящий инструмент». Это мечта любого железячника. С помощью артефакта можно сплавлять воедино металлические вещи. Если пристально смотреть на процесс, можно ослепнуть. I can faintly see the letters. T-O-R-C-H. Torch! But it's a pretty crappy torch, as it's not giving as much light as my flashlight, and it's too heavy. Hammond had a similar device in his workshop. He said it was used to attach metal objects to one another. Почему-то на сварочном аппарате Дакс прочитывает надпись «Резак» и недоумевает, как этой тяжеленной и тупой штукой можно что-то резать. Хорошенько затарившись ресурсами, напарники возвращаются в ковчег. As your search for Hammond leads you deeper into the zone, you are seeing things I've never told you about. Strange things. I have withheld certain facts from you because, well, your innocence gives you hope, and the Ark needs hope. But you ask questions, so I will give answers. When the world fell apart, a few of humanity's best and brightest constructed hidden bases where they could survive. These bases were called enclaves. One was deep beneath the ground, another at the bottom of the sea, a third orbiting the planet. The best and brightest, trapped inside their enclaves, grew paranoid, then hostile. They created machines that did everything for them. Metal monstrosities that granted their every wish, except immortality. The ancients' best and brightest all died, but their machines remain. Здесь старейший рассказывает интересную историю о том, что древние, когда мир разваливался на части, построили 3 тайные базы – анклавы. Один в космосе, другой на морском дне, третий под землей. Но несмотря на наличие бесплатной рабочей силы в виде роботов, древние умерли, а вот роботы остались. Мутанты получают новые умения. Так Бормин еще сильнее увеличивает здоровье. Дакс получает пассивную мутацию «Бесшумный убийца» и теперь, подобно лысым убийцам древности, может наносить больший урон, когда цель не видит селезня. А Магнус увеличивает дальность передвижения. Кроме этого, бойцы решают унифицировать свое вооружение, так что Дакс и Магнус вооружаются ромбино и прощами. Это оптимальное сочетание стволов. Кроме того, в ремблоке Дельта разбирает на запчасти ненужное вооружение, переставляет модули и на полную прокачивает снайперку Дакса.
See ya! I was a stalker for 20 years. Spent quite some time out there. One night we were south of the Ark on patrol. We went inside an ancient building that was filled with grog. Giant metal vats of grog. When we drank it, we thought we died and went to space. I could never find that place again, no matter how hard I tried. Иридия рассказывает историю о том, как она с отрядом нашла склад древних с забористым грогом где-то на юге, и после попойки так и не смогла отыскать склад повторно. Так что, возможно, огромные запасы прекрасного напитка до сих пор ждут своего часа. Сталкеры прикупают гранату, коктейль и аптечку. Дакс и Магнус восстанавливают здоровье. И отряд вновь отправляется на поиски Хэммона. Но перед тем, как уходить далеко на юг, Дакс и Бормин агитируют Магнуса быстренько смотаться на восток, забрать одну вещицу. Они решили, что уже достаточно заматерели, чтобы дать бой испугавшему их в самом начале пути упырю. Возвращаются в окрестности металлической птицы, устраивают засаду на двух матерых противников. Магнус берет под контроль мародера, и на танка обрушивается свинцовый дождь из 4 стволов. Конечно, бывалый танк быстро реагирует и вырубает свихнувшегося напарника, но практически сразу падает сраженный выстрелом из дробовика. Вслед за танком к древним отправляется и мародер, не успевший прийти в себя после атаки напарника. В ящике сталкеры находят еще одну бумпалку, которую разумнее будет разобрать, но позже. Сейчас разведчики отправляются на юг. Пройдя через железнодорожный тоннель, мутанты оказываются перед древним депо, которое теперь превратилось в местный район ВРЗ. Магнус надеется найти здесь много ценностей и тайн, но первой их находкой оказывается попавший в беду мутант. Thanks for the help. Not that I needed help, I was just getting my second wind, you know, but I admire your fighting skills. You need skills like that in the zone, especially against out-of-control machines that want to quarantine you. Whatever that means. Hey, we're some straight-up machine-killing freaks. That's how we roll. What's your name, lady? The name's Pharaoh. Don't ask me where I got it from. I don't quite know, really. I was raised in a settlement. Thought it was the only settlement left on the whole wide world, but meeting you lot makes me feel a bit more, well, hopeful. Who are you? What are you doing out here? We're stalkers from the Ark. We're headed south to rescue our friend from some lunatics called the Nova Sect. Heard of them? You're asking me if I've heard of the Nova Sect? Mate, the Nova Sect butchered my bleeding settlement. They put their mind-controlled junk into the rest and led them away like cattle. I'm the only one that got away. So yeah, I know the Nova Sect. I'm hunting them. I'm gonna make them pay. We need a fighter like you on our side. If you help us save our friend, we'll help you take down the Nova Sect. Как оказалось, им встретилась человекоподобная лиса Фэрроу. Она охотится на секту Нова, так как сектанты перебили почти всех жителей поселения, в котором Фэрроу выросла. А оставшимся людям сектанты промыли мозги и куда-то увели. Но сейчас Мстительница оказалась в затруднительном положении из-за бродящих по округе роботов, желающих поместить в карантин каждого встречного. Цели сталкеров и лисицы совпадают, так что красивая, благородная, энергичная и сильная авантюристка-воспитанница зоны присоединяется к отряду. Отряд решает, что Магнус будет прикрывать тылы, а Бормин, Дакс и Фэрроу пробиваться вперед через роботов. У лисы была с собой бумпалка и Эми-граната. Ее дополнительно вооружают Рэмбино разными гранатами и переодевают в корону плодовитости. Открывают мутации рубильник, чтобы вырубать роботов, бесшумный убийца, увеличивающий шанс критического попадания, и трупоед, позволяющий поедать трупы врагов на поле боя, восстанавливая здоровье. Кроме этого, у Фэрроу повышается шанс крита и увеличивается здоровье. Рядом с лагерем мутанты находят страницу из журнала доктора Ингмара Эдисона. Из него становится известно, что на каких-то детях ставились эксперименты, в ходе которых подопытные успешно уничтожили целый отряд вышедших из-под контроля ботов рядом с комплексом. В конце доктор сокрушается, что командование пока не понимает всех перспектив, и если бы не их твердолобость, Земля снова вернулась бы под контроль людей.
А в ящике рядом Бормин обнаруживает доспехи полисов. По записям хрониста Дентия, такие доспехи носили полисы, предположительно орден древних музыкантов. Доспехи обеспечивают некоторую защиту и внушительно выглядят. А еще некоторые мутанты готовы без лишних вопросов подчиняться носителям такой формы. Доспех экипирует Фэрроу, и отряд начинает продвижение через лабиринт вагонов и разваливающихся зданий, пока не натыкается на группу из 3 роботов в одном месте. Сталкеры укрываются в здании, дожидаются удобного момента, и Дакс начинает атаку броском Эми-гранаты. 3 копа-бота оказываются обезврежены на довольно длительное время. Фэрроу и Бормин выскакивают из укрытий, 2 выстрелами из дробовиков уничтожают 1-го бота помельче, 2-го отправляют в металлолом втроем с Даксом. Ну а 3-го копа-бота охранника Бормин на всякий случай сшибает с ног, и мутанты расстреливают беззащитную железяку. Несмотря на шумную стрельбу, остальные роботы в округе не встревожились. По всей видимости, они не передают сигнал тревоги мгновенно, а бойцы не дали возможности железякам что-либо сделать. Но этот вывод оказался тут же опровергнут. Диверсанты устроили идеальную засаду на патрульного бота, Дакс вырубил его мутацией, после чего Хряк и Лиса разнесли робота своим мощным оружием. Однако на этот раз пара копоботов-охранников среагировала на шум, и подобно вымышленным героям древности, одним прыжком они оказались на крыше вагона. Но этот десант не застал мутантов врасплох, Бормин замыкает роботов Эми-гранатой, Дакс осколочной разносит часть вагона, спуская ботов на уровень земли. И вновь начинается старый добрый тир с неподвижными мишенями. С одного из роботов падает модуль урона Элизии Крутила 100. Древний бур, раскручивающий выпущенные из оружия пули, после чего они 100% отбрасывают противника назад. Следующий бот был отключен мутацией и расстрелян, не поднимая тревоги, и не беспокоя остальных железяк, отрабатывающих карантинный протокол. Пройдя немного вперед, сталкеры устраивают засаду на пару железных людей. Бормин сшибает мелкого с ног, Дакс и Фэрроу расстреливают противника. Но оставленный без внимания копобот-охранник делает точный выстрел из дробовика в Бормина. Фэрроу исправляет ситуацию активацией рубильника и обезвреживанием робота, после чего отряд спокойно разбирается с несчастными ботами, которые охраняли проход к ферме и базе Новы за ней. Но прежде чем отправляться спасать Хэммона, напарники решают зачистить юго-западную часть депо. По дороге Фэрроу поднимает ключ с трупа в костюме химзащиты. Дорогу сталкерам преграждает забор, следуя вдоль которого они приходят к охраняемому ботами зданию. Прекрасно организовав засаду, мутанты первым залпом уничтожают бота побольше. Второй копобот стреляет в Фэрроу из шокера. Бормин подбегает вплотную, стреляет из дробовика. Дакс делает прекрасный маневр, сначала подбежав к стене здания, затем взлетев над ней и через крышу в полете, выпустив точную очередь из автомата. Однако это не уничтожило железяку, и она продолжила бить Лису током. Но вторая очередь Дакса освободила напарницу от электрошока. Исследовав юго-западную часть депо, сталкеры обнаружили дорогу, ведущую в запретный город, и карантинную зону. В зоне карантина ничего кроме трупов, окровавленных столов и одной аптечки сталкеры не нашли, так что отправились к ферме слегка разочарованными. Оказавшись в землях секты, Фэрроу рассказывает, что некоторые из ее поселения ходили на юг, но так и не вернулись. По слухам, их тела превратились в растения, которые съели злые колдуны.
Встретившийся по пути комбайн впечатлил мутантов. I want to party, man! I don't want to work for the Nova sect! Why are we doing this? Watch what you say! The ancients are watching us, you crank! So shut up and get back to work! Но появившиеся впереди упыри быстро отвлекли внимание троицы на себя. Парочка, охраняющая ворота, не слишком довольна своим положением, но страх пересиливает желание развлекаться. Бормин и Дакс присмотрели за парочкой, пока Фэрроу разведывала территорию к югу от входа. Выяснилось, что проход к ферме там закрыт глухим забором, зато обыск заброшенной хибары одарил аптечкой. Разведчики отправились вдоль забора на север. Get this through your heads. The sacred mushrooms are not to be eaten. They can be used only for holy ritual. Очень скоро они услышали голос в головах, предостерегающий их от поедания святых грибов. Здесь забор оказался не сплошным, и группа проникает на территорию фермы. Рядом с главным зданием троица упырей ведет беседу у костра. Green Boy's not gonna find me. My skull's too thick. I told you to split it with me. Tell me what happened. Did you see the ancients? Hell no. I saw some purple, and the purple laughed at me. So I started laughing. Then I took a piss. That felt real good. So what's the big deal? Sacred mushrooms. Psh, stupid Nova sect. Phonies. Охотник признается, что съел священных грибов. Поджигатель заинтересованно спрашивает, какой они дали эффект, видел ли он древних. Но у охотника был трип с другим эффектом, а именно он увидел что-то лиловое, оно рассмеялось, он тоже, после чего обоссался, но хотя бы было тепло и приятно. Поджигателя история не веселит, и он убеждается в том, что секта Нова шарлатаны. Похоже, что у упырей, как и у древних, глубина и содержательность трипа зависит от наличия серого вещества в черепной коробке. Наш отряд разведал территорию за главным зданием, в лесу обнаружил слоняющегося меж елок медбота, набрел еще на одну троицу упырей. You have one job. Watch the robot. Where's the robot? I told you! I turned around and... Where's the robot? You want to get me into trouble, do you? Find the robot! Как оказалось, медбота потерял шаман и за свой косяк получил нагоняй от танка. Неподалеку нашлась еще одна страница из журнала Ингмара. В нем доктор выражает беспокойство тем, что его подопытные становятся очень несдержанными и буйными. К тому же внутри группы образовалось сообщество во главе с Плутонией. Пережитое в зоне убедило ее в том, что регион нужно перезагрузить. Доктора подобные идеи пугают, и он надеется, что, оказавшись в комплексе, Плутония и остальные успокоятся. Получается, что глава упырей, будучи подопытным ребенком, пережила во время вылазки в зону и сражения с роботами серьезное потрясение, убедившее ее в том, что локальный ядерный взрыв пойдет региону на пользу. Use my body as your vehicle for vengeance. Find the thief among us. Strike him down. Голос же продолжает вещать о недопустимости воровства грибов и том, что славные древние помогут найти вора, используя тело телепата, который, судя по всему, засел где-то неподалеку. Группа сталкеров, подобравшись к главному зданию с юга, находит целую плантацию капусты. Чему несказанно удивляется Фэрроу, но еще больше ее удивляет то, что упыри умеют работать на ферме. We need to get as much food as possible into the sanctum before the cleansing of the Ark. Now get to work. My mind, nothing. Yes. Nothing my mind is. Nothing my mind is. You brain-dead simpleton! Just leave. Go on patrol. Пробравшись в главное здание, сталкеры подслушивают разговор главного упыря с подчиненным. Телепат пытается вбить в не очень разумную голову мясника, что грибы – это священная пища для начальственного разума, и что нужно запасти как можно больше еды в святилище перед очищением ковчега. Но слова брата Лундгрена возымели довольно слабый эффект.
Именно здесь, в самом центре вражеского лагеря, и решают нанести свой удар дерзкие диверсанты. Дакс начинает бой снайперским выстрелом в охотника. Фэрроу, спрыгнув с балкончика, также атакует вражеского стрелка, а Бормин одним точным выстрелом убивает мясника. Враги, не ожидая столь внезапного нападения, в панике ищут позиции для ответной стрельбы, только второй охотник пускает очередь в хряка, но промахивается. Бормин пользуется мутацией «Беги и стреляй», на бегу уклоняется от выстрела танка из какой-то вундервафли, заходит в тыл Лундгрену, делает точный зажигательный выстрел. Дакс добивает охотника, Фэрроу приближается к телепату. Стреляет, но попадает в стену, за которой укрылся враг. Упыри всей толпой пытаются атаковать хряка, но Бормин держит удар в прямом и переносном смысле. Но все-таки решает вернуться в амбар и подкрепиться своей первой жертвой. После чего делает великолепный по точности выстрел в Грибоголового. Фэрроу, укрывшись за стеной, тоже попадает в телепата. Брат Лундгрен отвечает молнией, которая последовательно ранит каждого члена отряда, попутно разрушая укрытие. Лиса получает очередь из автомата, хряк из вундервафли. В ответ Фэрроу укрывается в глубине здания, убивая из рамбина телепата. Вместе с ним погибает и охотник. Похоже, это побочный эффект их связи. Дакс на всякий укрывается снаружи здания и начинает обстрел танка. К этому же занятию подключается Бормин. Громила во второй раз пытается сбить кабана, но только сам падает на задницу. А поджигатель кидает раздражающий коктейль Молотова. Бормин применяет мутацию, одним махом оказывается рядом с поджигателем и разряжает в него дробовик, заодно укрываясь от опасной пушки танка за кучей бревен. Дакс промахивается по танку, Фэрроу лакомится трупом охотника. Несчастные упыри, не имея цели для стрельбы, только меняют позиции. Фэрроу, подкрепившись, идет в атаку, посылает точную очередь в танка. Дакс поддерживает напарницу, а Бормин подходит вплотную и последним патроном добивает громилу, после чего сжирает его. Оставшийся поджигатель уже ничего не может противопоставить безжалостным мутантам. В главном здании, рядом с оформленным под трон креслом, бойцы находят ящик, в котором оказывается костюм Мимир 0G08. Хронист Денти описал экипировку так. Плотно закупоренная одежда, которую древние надевали, чтобы защититься от чудовищного холода космоса. Кроме того, слой фольги неплохо оберегает владельца, а система стабилизации не дает ему упасть после атаки. Эта великолепнейшая броня достается Бормину, а его предыдущий доспех отправился на склад. Повнимательнее осмотрев здание, сталкеры нашли на полу десятки трупов, на которых плотным слоем растут грибы. Легенды в поселении Фэрроу оказались правдой. Упыри и правда скармливают растениям людей. Прочесав лесок, троица вояк нашла потерянного медбота и устроила на него засаду. Несмотря на то, что бота деактивировали, а потом уничтожили, группа упырей услышала шум. Танк очень осторожно отправился на разведку. Когда он укрылся за бочкой, Дакс воспарил над проблемами и пощекотал танка пулей. А Фэрроу броском коктейля намекнула, что нефиг сидеть за бочкой. Но на танка этот аргумент не подействовал, он остался дышать огнем, а шаман, услышав о тревоге, вызвал подмогу. Дакс сменил позицию и продолжил обстрел танка уже из автомата. Фэрроу открыл огонь по подкреплению, а Бормин промазал по танку. Упыри сменили позиции, Дакс продолжил шпиговать пулями танка. Бормин и Фэрроу разнесли из дробовиков подобравшегося слишком близко мясника. Охотник занял очень опасную для мутантов позицию, а второй мясник атаковал Фэрроу в рукопашную. Но это оказалась последняя для него атака. Дакс укрывается от охотника за деревом, попутно добивая танка из автомата. Бормин делает спринт в сторону шамана, сблизившись стреляет, но промахивается. Охотник ощутимо ранит лису. Шаман незначительно цепляет хряка. Мародер промахивается по селезню. Бормин отвечает критическим выстрелом в шамана, Фэрроу восстанавливает здоровье, съедая мясника, но не попадает в укрывшегося мародера, а Дакс выкуривает из укрытия охотника гранатой. Упыри в замешательстве укрываются. Фэрроу и Бормин расправляются со своими противниками. Дакс серьезно ранит охотника, сменившего позицию. Отправляется в погоню, но сам подставляется под очередь. Фэрроу, оказавшись вдали от боевых действий, перекусывает свежеубитым мародером. Бормин поедает шамана, применяет мутацию, но промахивается по охотнику, так что Даксу приходится самому добивать своего визави. У костра сталкеры находят аптечку, лом и запчасти. А с тела танка поднимают легендарный прицел Мимир CR-33, который по легенде упал прямо с неба.
Сталкеры заглянули в еще один амбар и здесь тоже обнаружили грибы, растущие на трупах. Кроме того, мутанты совсем забыли о паре упырей, дежурившей на входе. И сейчас, наткнувшись на мясника, не стали заморачиваться и сразу пристрелили несчастного. Из-за этого с поджигателем пришлось немного повозиться, но больших проблем он не создал. Сталкеры выяснили, что от фермы есть две дороги в неизведанные места. Первым делом было решено обследовать тропинку, идущую мимо главного входа на ферму. Двигаясь по тропе, обрамленной подобием скал, Бормин учуял запах Грога. Up ahead to the legendary Grog Den. Here is where the ancients brewed their magic grog. Or some shit like that. Это тот самый легендарный Гроговый дом, о котором им рассказывала Иридия. Спустившись вниз к производственной территории, сталкеры услышали разговор упырей. Give me more of that grog. I want to party till my head goes boom. Enough of that grog. We need to baptize the zone with old man fire. We need to make more firebombs now! We've got a mountain of firebombs over there. You want to make more? I want to burn it all. Not some. All. Burn it all! Оказывается, эту территорию упыри используют как завод по производству коктейлей Молотова, а работники не прочь набухаться производимым продуктом. Фэрроу отправляется на разведку. Kettle's full of grog. I'd like to take a swim in one. В производственном здании находит множество чанов, полных Грога, и занимающегося патрулированием медбота. В то же время Дакс разведывает территорию восточнее. Здесь селезень видит развалины в прошлом административного здания. You fire-loving pyros, listen to me. Don't light those Molotovs near the grog. We'll all go kaboom. Yeah, cool. Taste the fumes, cool. Gonna light the flame to make the phoenix burn. Yeah! I'm telling you, keep the fires in your pants or I'll smash your brains in. I tell them I don't work with pyro ghouls and they give me pyro ghouls. Jacked up hotheads. И сейчас его занял местный вождь по имени Пиро, следящий за тем, чтобы его работники не разнесли к чертям все производство, и очень недовольный тем, что его отправили работать с поджигателями. Кроме вождя, Дакс засек пару охотников, вернулся к напарникам. Коллективно было принято решение начинать атаку из производственного цеха. Фэрроу своим выстрелом временно отключила медбота. Дакс сделал снайперское попадание по поджигателю. Расположившийся на улице Бормин поддержал из калашмата селезня. Среди упырей поднялся большой переполох. В Дакса прилетело 2 бутылки с горючей смесью. Вождь Пиро призвал на помощь еще пару поджигателей и охотника. Бормин разрядил калашмат во второго поджигателя. Дакс промазал по первому. Фэрроу продолжила разбирать бота. Упыри перегруппировались для атаки мутантов. Фэрроу наконец-то разносит бота. Дакса при попытке сменить позицию вырубает точным выстрелом охотник. Бормин делает прекрасный бросок гранаты, нанося урон сразу 3 противникам. Упыри переключают атаки на Фэрроу и продолжают наступать на позиции наших бойцов. Бормин навсегда останавливает одного из врагов. Фэрроу поднимает Дакса, он пытается добраться до укрытия, но вновь ловит пулю и вырубается. Фэрроу еще раз оказывает помощь селезню, в этот раз сама провоцируя охотника на стрельбу. Дакс укрывается за бочкой с Грогом и мстит охотнику, ну а Бормин, удачно подловив Пиро, тяжело ранит его из дробовика. Вождь отвечает кабану, 3 охотника промахиваются по своим целям, а вот поджигатели устраивают настоящее фаер-шоу. Бормин убивает вождя вторым выстрелом, Дакс кидает дымовую гранату, временно ослепляя охотника. Фэрроу подбирается поближе к жертве и добивает поджигателя. Упыри отвечают одной точной очередью по Бормину. Лиса бежит к трупу поджигателя для перекуса. Ей сильно везет, когда мажет охотник, находящийся в дыму. Кабан тоже решает сожрать свою жертву. По нему, правда, точно стреляет противник, но хряка это мало беспокоит. А Дакс промахивается по врагу за укрытием. Ответные действия упырей только наносят небольшой урон Бормину. Дакс и Фэрроу кидают по гранате в охотника и поджигателя. Кабан подходит к охотнику в упор, стреляет из дробовика. Команда упырей отвечает попаданием коктейля в лесу и слабым ранением хряка. Однако Бормин, не собираясь отпускать противника, добивает охотника. Дакс почти обезвреживает поджигателя, а Фэрроу расправляется еще с одним охотником. От целой армии упырей остается троица недобитков.
Они незначительно ранят Бормина, после чего лисица добивает еще одного поджигателя, и с оставшейся парой бедолаг мутанты, не торопясь, аккуратно расправляются. We're low on supplies. Let's get some more. I know a few spots in the zone where we can get some stuff. На поле боя сталкеры находят прицел, повышающий вероятность критического попадания красный глаз, артефакт для подачи охлажденного напитка, грог-поилка. What is this? It smells like old grog. Is it for making grog? Огромное количество коктейлей Молотова. Бормин даже предполагает, что здесь все запасы упырей зоны. Поднявшись в административное здание, напарники удивляются огромному количеству бумаг на полу. Находят чек. Оказывается, это место было домашней пивоварней Фишмас, и в ней каким-то образом завалялся Elysi LR-678, уничтожающее укрытие скорострельное лазерное оружие Анклава. Ходят слухи, что оно появилось в зоне из подземного Анклава. Собрав еще немного лома, сталкеры решают вернуться в ковчег, чтобы подготовиться к решающему штурму главной базы упырей. Opens your eyes to an undiscovered country, huh? Wondering if paradise lies beyond the zone. Enclaves filled with happy people. The enclaves are empty. The best and brightest all destroyed themselves. They were only human. What else could they do? The restlessness and rage of the outside world slowly seeped into their hermetically sealed utopias, and soon they were all at war. They all killed each other. For what? Why would they do such a thing? I don't know. Maybe they were bored. There is no paradise beyond the zone. Don't go looking for it. Your home is here. Старейший снова лечит героям истории о том, что жители анклавов истребили друг друга. За пределами зоны нет никакого Эдема, и только в ковчеге есть нормальная жизнь. Someone told me they saw a machine that walks on two legs out there. Looks like a metal man, they say. Hey, I'm not surprised. The ancients left behind a lot of wacko stuff. I'm seeing wacko stuff a lot lately. Дельта делится слухами про двуногую человекоподобную металлическую машину, после чего на оружие устанавливают новые или более подходящие модули, разбирают ненужные стволы, на полную прокачивают Elysi и вручают его Фэрроу. После ремблока напарники посещают бар, где обменивают два артефакта на фирменный способ припа, как унять дрожь в руках при стрельбе из дальнобойного оружия, увеличив тем самым наносимый им урон. В магазин решили не заходить, так как гранат и аптечек более чем достаточно. Весь уже довольно многочисленный отряд отправляется из ковчега прямиком в небесное копье. If this is bad guy central, where's all the ghouls? Ghoul or no ghoul, I'm not letting my guard down. Бойцы чувствуют близость цели, и даже всегда осторожный Дакс слегка разочарован отсутствием врагов. Но первой угрозой, возникшей на пути сталкеров, оказываются не упыри, а необычные и явно опасные дроны Мимир Z-200, оккупировавшие домик рядом с дорогой. Троица решает продолжить разведку и в случае чего потом вернуться к дронам. Через пару десятков метров обнаруживаются и упыри. Why did all the Novasec leave here? Where did they go? What is more important than here? Who cares? Leave questions to the big brains. We are safe. We should party a little. But we're not safe. I hear rumors of stalkers from the Ark. They come for us. They cannot be stopped. Shut up! No stalkers are coming. С их слов, вся секта Нова ушла отсюда, и среди упырей уже ходят слухи о неудержимых сталкерах из ковчега. На перекрестке стоит разрушенный падением вертолета дом с забитыми окнами первого этажа. Похоже, так жители пытались укрыться от заразы.
That building is the spear of heaven. Через дорогу Бормин замечает небесное копье, цель всей экспедиции. Это оказывается частично сохранившееся здание церкви. Вокруг нее раскинулось древнее кладбище, которое сейчас патрулируется множеством упырей. Вентиляционные устройства, торчащие из земли, ставят в тупик Дакса, и он выражает недоумение вопросом о вентиляции для мертвецов. Внутри церкви засел местный главарь кардинал Хансен. Here lies Elder Thormundson. Yeesh. Try saying that 5 times fast. I heard about these things. Tombstones. I'm walking on dead people now, right? Creepy. Селезень продолжает болтать о том, что прогулка по могилам довольно жуткое занятие, и обнаруживает огромную двуногую железную махину. Похоже, о таких штуках предупреждала разведчиков Дельта. Утешает, что эта штуковина здесь одна. Решив, что увидели достаточно, сталкеры возвращаются к дронам. По пути проходят через поле, усеянное остовами огромных роботов. Возможно, это последствия того самого сражения подопытных детей, которое так впечатлило доктора Ингвара. Уничтожение дронов оказывается элементарнейшим занятием. Из засады применяется мутация рубильник, после чего беззащитная железяка расстреливается из всех стволов. Только последнего не удается отрубить, и дрон показывает мощь своей пушки, нанося серьезное ранение Фэрроу. Но это не спасает механизм от эффектного подрыва в воздухе. Обезопасив тылы, мутанты отправляются на штурм церкви. Дакс засел на 2-м этаже разрушенного здания, Бормин и Фэрроу перекрыли подходы к снайперской точке. Кабан и Селезень начинают с залпа по охотнику. Лисица из-под тишка одним выстрелом уничтожает мясника. Чуть живой охотник поднимает тревогу, и ему на помощь спешат остальные во главе с кардиналом. Фэрроу съедает мясника и отступает под прикрытие Дакса, который добивает попытавшегося укрыться охотника. Бормин неудачно стреляет в поджигателя. Упыри отвечают молотовым и стрельбой, больше всех достается рыжей. Дакс ведет снайперский огонь, пока напарники отступают под защиту развалин. Укрывшись за углом, Фэрроу подсвечивает дорогу химическим факелом. Бормин подбегает к ней. Дакс продолжает охоту. Дождавшись кардинала, упыри переходят в наступление. Селезень со своей позиции делает прекрасный бросок гранаты, цепляет сразу 3 врагов и не наносит урон зданию. Фэрроу очередью из лазерного автомата скашивает поджигателя. От разбившегося коктейля загорается мясник, которого сшибает Бормин из калашмата, укрывшись за машиной. В ответ кардинал воскрешает поджигателя, а Дакса и Бормина закидывают коктейлями. Хряк поддерживает фаер-шоу, поджигая 2 охотников и перекрывая мяснику дорогу к Фэрроу. Дакс из верной прощи делает убийственный выстрел в одного из охотников. Лиса же повторно расстреливает воскресшего поджигателя. Сразу 2 охотника склеивают ласты в огне, однако происходит непредвиденное. Хансен берет под контроль Дакса, и Селезень начинает стрельбу по своим. Слава богу, первый выстрел оказывается косым. Фэрроу и Бормин восстанавливают здоровье свежим барбекю. Кардинал шарашит по ним молнией. Поджигатель кидается коктейлем. Дакс попадает в Бормина, но ранит легко. Кабан мажет по телепату, в отличие от лисицы. Бормина продолжает обстреливать Дакс и охотник. Мясник сгорает, так никого и не ударив, а кардинал пытается укрыться. Но у него это плохо получается, и Фэрроу продолжает увлеченно его обстреливать из своей футуристичной пушки. Бормин применяет мутацию, врывается за угол дома и сходу палит из дробовика в кардинала. Тот пытается убегать, теряет контроль над Даксом, в которого прилетает молотов, и пытается попасть последний охотник. Селезень прячется от обстрела и с неудобной позиции промахивается по поджигателю. Бормин, чувствуя скорую смерть кардинала, устремляется за ним, чтобы устроить себе небольшую пирушку, а Фэрроу готовится встречать охотника. Тот, ничего не подозревая, приближается и получает мощнейшее попадание. Пытается укрыться за автомобилем, не зная, что это оружие игнорирует укрытие, и получает 2-ю смертельную очередь. Дакс, используя крылья, сильно попадает в поджигателя. Бормин, сожрав кардинала, спешит на помощь соратникам. И пока Фэрроу подкрепляется, а Дакс не может произвести выстрел, Кабан добирается до врага и точным выстрелом из калашмата устраняет последнюю угрозу. Абсолютно здоровые и бодрые сталкеры устремляются в церковь. На алтаре в ней лежит древняя боеголовка, а позади вместо икон другое взрывающееся вооружение поменьше. В ящике Дакс находит шлем Услада Гренадера. По свидетельствам хрониста Меддокса,
Этот головной убор носили люди, известные как выживальщики, которые прятались в погребах и избушках, норовя забросать чем-нибудь забредших к ним путников. Тут же находится спуск вниз, похоже, там убежище секты, но прежде чем спускаться, нужно обезопасить тылы. Так что мутанты отправляются на кладбище, где еще бродит несколько упырей. Засада организуется с использованием старого склада. Первым делом Дакс и Фэрроу устраняют мясника. Бормин обстреливает охотника, тот поднимает тревогу, и в атаку устремляются еще один охотник, танк и гигантский робот. Дакс на пределе дальности винтовки открывает стрельбу по главной угрозе. Пока Фэрроу выкуривает молотовым одного охотника, а Бормин отстреливается от другого. Железная махина подбирается к хряку и поливает его из огнемета. Кабан не собирается это терпеть, применяет мутацию и оказывается за спиной у второго охотника. Дакс замыкает робота, активировав рубильник. Фэрроу поддерживает огнем селезня, охотник пытается дать бой Борову, а танк вырубает лисицу. Бормин добивает огрызнувшегося охотника, Дакс, укрывшись на чердаке, продолжает обстрел Z-600, танк стреляет по беззащитной лисице. Бормин съедает труп одного из охотников и точным выстрелом с шикарным фейерверком превращает внушительного робота в груду металлолома. Дакс переключается на танка, тот еще раз стреляет в Фэрроу, она приходит в себя, съедает труп мясника, тем самым нивелируя все старания упыря. И несчастный танк ничего не успевает сделать, как отправляется вслед за своими соратниками. Собрав лом и детали оружия с поля боя, сталкеры спускаются под землю. Оказавшись в бункере, бойцы осваивают новые мутации, увеличивая запас здоровья, дальность передвижения и шанс крита. Также Фэрроу открывает мутацию Стрелок и теперь может поразить несколько целей за очень короткое время. Первым делом отряду открывается подземный ангар для вертолета, который сейчас используется для хранения еды. В комнате управления ангаром Дакс обнаруживает очередную страницу дневника Ингмара. В ней доктор жалуется на то, что не может контролировать Плутонию и ее последователей. Они пытаются влезть ему в мозг в поисках знаний, которые позволят восставшим воспользоваться старой оборонительной системой Мимир для перезагрузки зоны. Доктор не может уничтожить восставших, поэтому уводит лояльных подопытных, покидая Плутонию и ее последователей. I've been here before. This is trippy. I might need to sit down. Увидев символ звезды на стене, Дакс вспоминает, что уже видел ее. Он думал, что это были сны, оказывается, это были его воспоминания. Mimir Enclave. Okay. I think that's the name of the ancients who built this place. An enclave is kind of like a posse, right? В другом месте Дакс прочитывает Анклав Мимира. Он предполагает, что это название, придуманное древними, а анклав — это что-то вроде банды. На самом деле, вероятнее всего, это одно из убежищ людей, в котором имелся доступ к оборонительной системе Мимир. И вспомнив роботов и дронов на поверхности, а также упавшие спутники с таким же символом, можно сделать вывод, что это была серьезная система вооружений. Пройдя вперед по коридору, герои видят главный элемент этой системы – баллистическую ракету. Судя по всему, упыри поклоняются ей и вплели ракету в свой религиозный культ. С алтаря сталкеры забирают древний артефакт – священную книгу ремонта под названием «Как оно работает». По мнению хрониста Бодина, эту книгу было позволено читать только самым почитаемым ученым древних. В ней описываются методы ремонта самых сложных из тогдашних механизмов и прочие премудрости. Например, как перемотать кассету ручкой. Use a pencil to quickly rewind a tape. I have no clue as to what either of these items is. Бормин вспоминает, что Хэммон рассказывал ему о таких книгах, а Дакс понятия не имеет, что такое кассета или тем более ручка. В жилой комнате, оборудованной как казарма, Селезень видит множество кроватей и решает, что здесь можно устраивать дикие пижамные вечеринки. Здесь же в ящике обнаруживается жилет команда. Как пишет хронист Дентий,
Война была одним из самых популярных развлечений древних. Для нее постоянно создавали множество любопытных доспехов, устройств и смертоубийственного оружия. Делали древние и подобные доспехи, достаточно легкие, но прочные настолько, чтобы защитить владельца от взрыва. Команда решает, что лучше всего этот жилет подойдет Фэрроу. В соседней комнате, похожей на продуктовый склад, героям вновь встречаются трупы с выращиваемыми на них грибами. Great. More dead people used to grow mushrooms. Just great. В дальнем конце помещения с ракетой стоит богато сервированный стол с несъеденными деликатесами, а одно из блюд напоминает Даксу напарника. That looks like... No, I can't see it. В другом помещении, приспособленном под склад, мутанты находят записку упыря Гегго. В ней он жалуется на необходимость полировать оружие древних и сожалеет, что не пошел с неким Люксом, который просил помочь Гегго зажечь свет в зоне. Но так как упырь не решился на этот шаг, а его хозяйка Плутония не дружит с головой, Гегго решает упасть в шахту и пусть они сами полируют свой железный стручок. Всем пока, полировщик Гегго. В этой же комнате лежит ящик с прототипом дальнобойной винтовки GJR-666. И даже всезнайки-хронисты ничего толком о ней не знают. После доработки Дельтой она заменит прощу в арсенале Дакса. В соседней комнате располагается отключенная система запуска ракеты. И очередной трон. Overcompensating much? I mean, you got mind powers. Do you really need an intimidating chair? Очень дельное замечание от Дакса. Если ты владеешь умами, зачем впечатлять кого-то стулом? Исследовав ближайшие комнаты, сталкеры приступают к обследованию дальних. Novasect psycho said Hammond was around here. Keep your eyes open. Hate to rush you guys, but can we rescue your friends before the big world-ending weapon blows us to smithereens? Please? По всей видимости, Хэммон где-то неподалеку. На Фэрроу увиденное оказало большое впечатление, и она поторапливает напарников. В самой дальней части комплекса располагаются камеры для заключенных, и в одной из них наконец-то обнаруживается Хэммон. Hammond's barely alive when we find him. But we find him. We find him as a team. With Hammond, the Ark's heart can start beating again. We think our mission is complete, but Hammond insists on telling us a secret. A secret that rips a hole through the middle of my life. He tells us he's been to Eden. Yes, the Eden. The mythical place beyond the zone where the secrets to life are kept. He says Eden is a base for the ancients, who are very much alive and creating the mimer machines we've been seeing. He says the ancients do know the secrets to life, but not human life. Mutant life. Me, Pharaoh, Selma, Magnus. Our ears perk up. If ducks had ears, they'd perk up too. Us mutants don't remember jack about our pasts. We're walking amnesiacs. We wonder why some of us look like animals, and others have powers we don't understand. Finding out who we are sounds like the quest of a lifetime, or a very big mistake. There's a problem. Hammond tells us the Novasect probed his mind, stole the location of Eden from his thoughts. They're headed there now, determined to unleash the power of the ancients and cleanse the zone, which means killing everyone inside the Ark. Our home. He says there's one chance to beat the Novasect to the gates of Eden. Go through the Forbidden City, he says. It's a shortcut and the Novasect are too scared to go through. That doesn't make me feel too good. Hammond begs us not to tell the Elder, because the Elder won't accept the truth. Our mission was a man. Now it's Eden. We have one final journey to save the Ark. But if us stalkers discover who we really are, will we want to come back? Старый железячник был едва жив, но с его возвращением сердце Ковчега снова начало биться. Кроме того, Хэммон рассказал членам отряда, что был в Эдеме. Это база древних. Они живы и создают машины мира, а еще им известны тайны появления мутантов, которые давно терзают сталкеров. Правда, есть одна сложность. Сектанты Новы добыли местоположение Эдема из головы Хэммона,
и сейчас направляются туда, с целью захватить силу древних и использовать ее для очистки зоны, проще говоря, для убийства жителей Ковчега. Отряд может опередить сектантов, если пойдет через запретный город, идти по которому сектанты боятся. Эта история явно не понравится старейшему, но сталкерам важно узнать, кто они и откуда на самом деле. Your mission is complete, stalkers. You returned Hammond safe and sound. Our machines will hum with new life. The Ark is forever in your debt. Thank you. My little birdies have told me. Hammond thinks the fabled Eden lies beyond the Forbidden City. And you are thinking of going through the city to get to Eden. Have I taught you nothing? There is no Eden. And even if there were, entering the Forbidden City is impossible. That is the city where the Red Plague started. The ancients in charge thought they could quarantine the people by building a giant wall that covered the entire city. It stands to this day, impenetrable. You should stay at the Ark and heal your wounds. No more adventures. Старейший благодарит бойцов за спасение Хэммона, но вновь пытается доказать, что Эдема не существует, а войти в запретный город невозможно. Там начался Красный Мор, город обнесли огромной стеной, и она до сих пор возвышается неприступной громадой. А сталкерам лучше остаться в Ковчеге и оправиться от ран. Естественно, о том, чтобы послушать старейшего, не может быть и речи. Сталкеры прокачивают новую винтовку Дакса в ремблоке и отправляются на поиски истины о себе.